После того, как молодому человеку приснился дурной сон, он отказался садиться в самолет, и то, что произошло дальше, парализовало его. В тихом горном городке жил молодой человек по имени Кайл. Он недавно закончил университет и был обычным парнем, работавшим бухгалтером в местном офисе. Его жизнь протекала по предсказуемому распорядку. Рано просыпаться, идти на работу, возвращаться домой и повторять цикл на следующий день. Однако в нем было что-то особенное, что отличало его от других молодых людей его возраста. Острая интуиция и чуткость к предчувствиям, которые часто приводили его на правильный путь. Однажды, анализируя финансовый отчет, он почувствовал, что что-то не так. Даже не имея конкретных доказательств, он решил продолжить расследование и обнаружил существенную ошибку, которая могла нанести серьезный ущерб компании. Его быстрое вмешательство спасло компанию и произвело впечатление коллег и начальства. Когда дело касалось отношений, Кайл также доверял своей интуиции. Однажды он собирался пойти на свидание с девушкой, с которой познакомился в интернете. Однако за несколько мгновений до того, как выйти из дома, с ним произошло странное чувство. Он решил отменить свидание и позже обнаружил, что девушка была не той, за кого себя выдавала. Его шестое чувство защитило его от потенциально опасной ситуации. Поэтому Кайл решил всегда следовать своей интуиции, которая направляла и защищала его в самых разных ситуациях. Однажды, когда Кайл просматривал какие-то документы в своем кабинете, ему позвонила бабушка. В следующем месяце у нее был день рождения, и она пригласила его провести несколько дней с семьей в их родном городе, расположенном в паре часов полета. Кайл был в восторге от идеи снова увидеть свою семью и сразу же начал планировать поездку. Отпросившись на несколько дней с работы, он забронировал билет на самолет и начал отсчитывать дни до встречи со своей семьей. Но за день до поездки произошло нечто странное. Той ночью ему приснился яркий сон, в котором он увидел себя сидящим в самолете, который, объятый пламенем, падал с неба. Этот сон вызвал у него волнение и тревогу, и он проснулся с бешено колотящимся сердцем и в холодном поту. На следующее утро, когда он завтракал перед отъездом в аэропорт, он рассказал своей матери об этом сне. И хотя она немного волновалась, она попыталась успокоить его, что это был всего лишь глупый сон и что он ничего не значит. Поэтому, несмотря на тревожный сон, Кайл решил не обращать внимания и осуществить свои планы. Однако, пока он ехал в аэропорт, его сопровождало странное чувство беспокойства, а когда он добрался туда, ему сказали, что его рейс задерживается. Он сидел и ждал в переполненном зале ожидания, размышляя, правильно ли он поступил, отправившись в путешествие в тот день. Постепенно он почувствовал растущее давление в груди, как будто что-то отталкивало его от этого места. Кайл закрыл глаза и попросил Бога о помощи. Он горячо молился в надежде получить знак о том, какое решение принять. Именно тогда он услышал тихий голос в своей голове, который шептал ему не садиться в этот самолет. Кайл был парализован от удивления. Он не мог понять, откуда доносится этот голос, но знал, что он настоящий. Как будто невидимая сила пыталась защитить его, предупреждая о надвигающейся опасности. Он решил последовать своей интуиции и не садиться в этот самолет. Это было трудное решение, потому что его билет не подлежал возврату, а это означало, что ему пришлось бы в последнюю минуту покупать другой, более дорогой билет или отказаться от поездки. Наблюдая, как самолет взлетает без него, молодой человек испытал смесь страха и облегчения. Он вспомнил о своей вере в Бога и начал молча молиться, прося защиты не только для себя, но и для всех, кто находился на борту рейса, на который он не сел. Несмотря на то, что он отказался от этого рейса, он купил другой билет, чтобы сесть на следующий самолет. Ожидая, он увидел семейную пару
и ребенка, расстроенных тем, что они не смогли сесть на самолет из-за опоздания. Они тщательно готовились к полету, который должен был доставить их в пункт назначения. Однако из-за ряда непредвиденных обстоятельств они опоздали в аэропорт. Кайл поговорил с ними, пытаясь успокоить и заставить понять, что все происходит не просто так. Он поделился собственным жизненным опытом, моментами, когда кажущиеся бессмысленными неудачи и испытания оборачивались возможностями для роста и обучения. Он призвал их поверить, что даже в самых неблагоприятных ситуациях есть невидимая сила, которая направляет наши шаги и ведет нас в правильном направлении, даже если мы не можем полностью осознать это в тот момент. По ходу беседы семья начала находить утешение и надежду в словах Кайла. Семья выразила глубокую благодарность Кайлу за его поддержку. Несколько часов спустя, когда Кайл наконец поднялся на борт следующего рейса, он ощутил внутренний покой, который удивил его самого. Несмотря на турбулентность и нервозность окружающих его пассажиров, он оставался спокойным и уверенным в себе, зная, что находится там, где и должен быть. Он был благодарен за предоставленный ему второй шанс и поклялся никогда не игнорировать знаки своей интуиции. В тот день, благополучно добравшись до места назначения, Кайл с трудом поверил услышанным новостям. На предыдущем рейсе, на который он чуть не сел, произошла ужасная авария. Самолет разбился вскоре после взлета, и они до сих пор не знали, есть ли выжившие. Сердце Кайла наполнилось благодарностью, когда он понял, что его интуиция в очередной раз спасла его от трагедии. В то же время он был опустошен возможными смертельными исходами. К сожалению, это было то, что он не мог контролировать. Даже его мать не верила в дурные предчувствия, не говоря уже о незнакомцах. Еще в аэропорту, сразу после приземления, Кайл, обладающий огромным сочувствием и всегда готовый помогать другим, подошел к справочной службе и вызвался помочь всем, чем сможет. «Я не знаю, сможете ли вы помочь, сэр. Я имею в виду, что вы даже не пожарный и не спасатель», — сказал оперативный менеджер. «Я знаю, но я прошел курсы оказания первой помощи и выживания в джунглях и думаю, что могу быть полезен. Я сделаю все, что угодно», — горячо ответил Кайл. Волонтерство означало, что молодой человек будет использовать свой отпуск для работы, вместо того, чтобы развлекаться со своей семьей. Он пропустит вечеринку по случаю дня рождения своей бабушки, но будет вовлечен в благородное дело. Вооружившись шлемом, перчатками и сердцем, полным сострадания, Кайл отправился в путь. Когда он прибыл на место происшествия, то был потрясен разрухой, царившей у него на глазах. Обломки самолета были разбросаны по всему склону горы, и спасательная команда отчаянно пыталась найти выживших среди обломков. Он присоединился к поисковой группе, осматривая каждый обломок в поисках признаков жизни. Неустанно работая с другими добровольцами, он испытывал смешанные чувства. Печаль из-за потерянных жизней и облегчение от того, что его спасли. Его спасла интуиция, и это навсегда останется в его памяти. К сожалению, в этой ужасной трагедии не было выживших. Но Кайл знал, что его жизненная миссия — приносить мир и утешение людям и показывать им, что вера иногда сильнее, чем они могут себе представить. Через несколько дней, когда поиски были закончены, Кайл, наконец, отправился навестить свою бабушку, которую не видел несколько лет. Когда он воссоединился со своей семьей, он поделился своей историей и вновь обретенной верой в Бога. Рассказывая историю, Кайл заметил скрытую боль в глазах бабушки, выражение грусти и беспокойства. Он был заинтригован и ждал подходящего момента, когда они останутся наедине, чтобы поговорить с ней об этом. «О, мой дорогой мальчик», — сказала она, — «есть кое-что, что я хранила при себе долгие годы, кое-что, чем мне никогда не хватало смелости поделиться». Ее голос дрожал от волнения.
Кайл с беспокойством уставился на нее, ожидая продолжения. «Много лет назад, когда ты был совсем маленьким, с нашей семьей случилось нечто ужасное. Произошло ограбление в кабинете твоего деда, и, к сожалению, никто не выжил». Ее слова эхом разнеслись по комнате, пробуждая мрачные воспоминания, которые она так долго хранила. Кайл почувствовал, как к горлу подкатил комок. Он и представить себе не мог, что его собственная семья стала жертвой такого трагического события. Со слезами на глазах его бабушка продолжила. «Во время ограбления твой дедушка, желая защитить сотрудников, попытался обезоружить одного из грабителей, но был застрелен. Но дело в том, что за 3 дня до этой трагедии мне приснился сон об этом, но твой дедушка не поверил, когда я ему рассказала. Я тоже была молода и не верила в свою интуицию. С тех пор я живу с тяжестью этой потери и чувством вины за то, что не смогла защитить его. Ты унаследовал этот дар от меня, мой мальчик. Но разница в том, что ты доверяешь себе, понимая, что это божественное благословение, созданное для твоей защиты. Я буду вечно благодарна тебе за то, что ты не сел в тот самолет. Я не смогла бы вынести этого, потому что ты прилетел сюда из-за меня». Молодой человек был ошеломлен этим открытием. Он никогда не знал об этой трагической истории. Он знал только, что его дедушка умер, когда его мать была еще ребенком, и никто никогда не говорил об этом. Тяжесть трагедии легла на его плечи, но в то же время в его сердце возникло чувство понимания и сопричастности. «Бабушка, я сожалею обо всем, через что тебе пришлось пройти. Но сейчас, как никогда, я понимаю важность следования своей интуиции и веры в божественную защиту. Я знаю, что дедушка заботится о нас, и я обещаю сделать все, что в моих силах, чтобы принести комфорт и мир в нашу семью. Не волнуйся, ты меня не потеряешь, и я проживу свою жизнь с целью и смыслом, ценя этот дар, который я получил», — ответил внук. Кайл решил, что ему нужно принять важное решение, и это заставило его сделать выбор. Он мог бы продолжать свою спокойную жизнь, работая в бухгалтерии и ведя довольно предсказуемый образ жизни, или же он мог бы заняться чем-то большим. Бабушка полностью поддерживала его, и поэтому он решил вернуться домой и начать карьеру, которая ему подходила. Он много искал, пока не обнаружил, что у него талант пожарного. Он использовал свой дар, чтобы спасать жизни. Молодой человек принял решение, которое изменило его судьбу. И вот, по-новому оценив жизнь и веру, Кайл продолжил свой путь, зная, что Бог всегда рядом с ним, направляя и защищая его на каждом шагу. Дорогие зрители, а верите ли вы в интуицию? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.